богатой семье предпринимателя Генри Уилсона росла единственная дочь, Эмма. Девочка была необыкновенно добрая, умная, но с самого рождения не могла произнести ни слова. Родители обошли десятки врачей, лучших специалистов Европы и Америки, тратили огромные суммы, надеясь услышать голос ребенка. Но все обследования заканчивались одинаково, медицина была бессильна. Генри, человек прагматичный и уверенный, что деньги решают все, впервые столкнулся с тем, что богатство не помогает. Годы шли, Эмма подрастала, но ее губы оставались молчаливыми. Однажды, возвращаясь домой после очередной безрезультатной поездки в клинику, машина семьи остановилась на светофоре в бедном районе. У дороги сидела худенькая девочка в рваном платье. Звали ее Софи. Она была сиротой и жила на улице. В руках у нее была маленькая бутылочка с мутноватой жидкостью, которую она бережно держала, словно это было что-то драгоценное. Когда машина притормозила, Софи подошла ближе и тихо сказала: «Госпожа, эта вода поможет вашей дочке». Генри нахмурился, очередная глупость. Но Эмма, впервые за долгое время проявив решительность, сама потянулась за бутылочкой. Ее глаза блестели, словно она чувствовала, что это важно. Отец хотел остановить ее, но мать, видя, как сильно дочь желает попробовать, тихо сказала: «Дай ей шанс. Мы уже все перепробовали». Эмма сделала глоток. Сначала ничего не произошло, но через минуту ее глаза наполнились слезами, и вдруг она прошептала еле слышно: «Мама». Мир остановился. Мать упала на колени, обняла дочь, не веря своим ушам. Генри, всегда уверенный и строгий, впервые в жизни заплакал на глазах у людей. С того дня начались перемены. С каждым днем речь Эммы становилась лучше. Сначала отдельные слова, потом простые фразы, а вскоре она уже могла читать вслух и смеяться вместе с другими детьми. Генри вернулся к Софи, чтобы понять, откуда у нее эта таинственная жидкость. Девочка объяснила, что когда-то жила с бабушкой в деревне. Та знала много старинных травяных рецептов и однажды показала внучке источник в лесу. Люди верили, что вода из него слышит сердца. Если человек чист душой, она помогает ему исцелиться. После смерти бабушки Софи осталась одна, но всегда носила с собой маленький флакон из того источника, как память и защиту. Генри не мог поверить, что решение, которого он искал по всему миру, оказалось у бездомной девочки. Он забрал Софи с села улицы, обеспечил жильем и учебой. Со временем она стала для семьи почти родной. А Эмма не только обрела голос, но и смысл жизни. Она мечтала помогать другим детям, которые сталкивались с трудностями. История разлетелась по городу и стала легендой. Одни считали, что это чудо, другие, что дело в редких травах и силе природы. Но для Генри было важно лишь одно — его дочь заговорила, а вместе с этим он сам понял, что не деньги делают человека сильным, а вера, доброта и благодарность. И всякий раз, когда его спрашивали о том дне, он говорил: «Та бутылочка изменила не только мою дочь, она изменила меня самого».